А как медитировать на гуру? Вообще-то это такой вот принципиальный вопрос, тема, которая вообще-то неизбежна, тема, без которой традиции просто быть не может. Кто бы там что ни говорил, да, с отсылками на какие-то тексты. Да. Во-первых, надо понимать, что кто такой учитель? Учитель – тот, кто прошел путь. И в каких-то вещах он знает больше тебя. Вот я так беру вот самое простое, да. Во всех культурах был такой принцип, да, вот уважения к старшим. Сейчас этого нет. Под видом какого-то креатива, да, там, новизны какой-то, что якобы вот эта консервативность, это вот вредно. Ну, наверное, это вредно, если человек туповат. Мы только через какое-то время понимаем, что люди, которые старше нас, ну, таких людей немало. Понимаешь, что бывают как бы людей маразм, да, там бывает, да, в старости. Но есть люди просто с опытом, которые понимают, что они говорят. Мы детям многое не говорим, да? Что-то им там не показываем, что им просто знать не надо. Какие-то трэшевые явления, да. Вот. А потом мы им как-то это все объясняем, и мы их учим, как не вляпаться. И если мы не слышим, вот в одно ухо влетает, в другое вылетает, то мы, конечно, вляпаемся, скорее всего. Хорошо, если это как-то потом еще можно исправить. Да? Но не всегда. Бывает так, что исправление, конечно, по-любому, конечно, даже смерть, да, это тоже опыт. Ну, если кто-то верит там в перерождение, да, кого-то даже смерть не исправит. То есть бывают омрачения, заблуждения очень глубокие, очень жесткие, жесткая карма. Поэтому, если мы не хотим, чтобы это было, то надо прислушиваться. Вот, поэтому такой культ. Это я сейчас говорю вот на таком очень понятном языке. Ну а вообще-то учитель – это многостороннее понятие. Разные есть учителя, разному учат. Но данная сфера, она очень особая. Она самая особая на самом деле. Знаете, некоторые меня пытались даже троллить, там, называть меня Максимом, да, там, когда у меня уже было духовное имя. Вообще-то это неправильно, конечно. Они думают, что это как-то меня заденет, да, там. Это все, конечно, смехота. Это вот, знаете, как в сказке, там, не помню, какая-то детская сказка, братец лис и братец кролик. Там, не бросайте меня там в терновый куст. Да. Я смотрю на них просто как на таких странных людей, да, которые вот думают, что прямо… Они не знают вообще, сколько в моей жизни было разного трэша. Просто учу их, ну, элементарной культуре. Ну, я просто должен иногда такое делать, вот немножко. Ну, если взять вот мое старое имя, да, моей прошлой жизни, Максим значит максимальный, да? И поэтому вот я люблю ставить цели максимальные. А духовный путь – это именно вот такой путь и есть. То есть мы берем лучшее. Нам хочется до звезд дотянуться. Нам вот это все, да, это понятно все, да, это все нужно. Мы живем в этом мире, да, мы стараемся все трезво оценивать. Вот. Но духовные учителя – это те, кто практику воспринимают как самое главное в их жизни. Вот такие практики становятся духовными учителями. К сожалению, не все там к йоге так относятся, да, и у них на это есть масса своих причин. Вообще в этом мире очень много факторов отвлекающих. Но если говорить серьезно о йоге, то это цели там самадхи, это мукти, это слияние с
со своим естеством, которое является Шивой, или как угодно назови, там, Брахманом, да, Атма-гьяна, Брахма-гьяна. Тут можно далеко уходить вот во всю эту философию, да, но все понимают, что задачи очень большие. И когда мы понимаем, что есть люди, которые посвятили себя именно этому, ну, относиться к ним как-то типично, да, как вот бывают отношения между людьми, да, очень примитивные. Это все равно, что, я не знаю, ну вот мы возьмем эту камеру и будем ей, не знаю, что мы будем ей делать? Гвозди забивать, да, в стенки. Ну, это показатель того, что надо как-то вот подразвиться, да, немножко, ну, интеллект, вот, мировоззрение эволюционное. Не то, чтобы я там против спортивной йоги, да, такой, ну, вот этого всего, да, это тоже интересная тема, очень важная. Тело нельзя игнорировать, то есть, ну, это инструмент. Но поэтому и гуру, он важен не просто какой-то абстрактный, понимаете? Все-таки это надо ценить, мы должны ценить и свой внутренний опыт, свою чистоту, да, которая связана с какими-то нашими глубокими состояниями. Потому что только так мы можем правильно воспринимать учителей, мы можем правильно воспринимать какие-то ориентиры, которые есть в традиции, да, методы. А так, да, это будет, не знаю, камерой или телефоном забивание гвоздей. Или не знаю, то есть все равно, что там сесть в вертолет и пытаться его там бить кнутом, чтобы он полетел, да, вот как-то так. А потом удивляться, там, почему он не работает. Техника. Ну, так вот и в общении с учителями. Опять же, это все тема такая вот, она упирается в доверие. Если нет какого-то доверия, то вряд ли это получится. Но приходится часто сталкиваться с людьми, которые, ну, вот они кому-то не доверяют. Бывает, действительно есть основания не доверять, когда человек там натворил, там, ну, действительно что-то такое. Детей насилуют, да. Ну, это можно понять, да, такое. А бывает просто, ну, вот что-то вот чуть-чуть там вот Ахамкару погладил не в том направлении, да, и начинается там Армагеддон, да. Вот. То тут очень сложно оценить ситуацию. Я так думаю, что в моем случае мне встречались разные учителя, разные реализации, разные сиддхи. Я не пытаюсь их сравнивать там публично как-то, да. Но бывает так, что, как сказать, это вот как сердце, да, вот люди друг друга любят, да, и вот, а что ты вот там в ней такое вот увидел, да, вот там, а вот мужчина увидел в женщине вот так, или женщина в мужчине. Говорит, ну она же некрасивая, там, а вот он так видит, да. А вот он видел красоту вот как-то вот так, да. Но только это больше, это несравнимо ни с чем. Потому что это все-таки не какие-то мирские, там просто какие-то цели, ну, очень фундаментальные. И если ты просто видишь и ты понимаешь, что вот в моем случае, ну как, ну ты вот встречаешь какого-то учителя, и ты понимаешь, что ты даже не думаешь, там, учитель он тебе или не учитель. Это просто происходит, вот и все. Ну вот ты видишь чистую энергию, и ты понимаешь, что это то, что есть в тебе, это в тебе что-то такое, да, что для тебя это крайне важно. И ты понимаешь, что это есть в нем, и ты это видишь в себе. И все, у тебя... Ты можешь его там называть учителем, не называть, но для тебя это учитель. По-любому. Понимаете? Ты понимаешь, что он тебе передает что-то такое, да, что не передают какие-то, ну, просто там преподаватели, при всем уважении, да. То есть я уважаю учителей, которые, ну, какие-то прикладные знания мне давали, там, в астрологии, да, там, например. А в каких-то, ну, есть просто люди грамотные, да, вот, интересные, тоже уважение большое.
Ну, сейчас мы, ну, понимаете, все равно, даже если есть какие-то там недостатки, ты понимаешь, что вот он часть какой-то традиции, ты в нем видишь традицию. Бывают какие-то, ну, неадекватные совсем истории, да, ну, тут как бы все понятно, да. Я всегда старался избегать конфликтов. Я только одно могу сказать, что вот с настоящими учителями, да, вот действительно с теми, кто глубоко реализовался, вот реально глубоко, у меня никогда не было проблем. И просто с людьми, у которых, ну, хоть, ну, немного есть какого-то адеквата и разума. И это все практика. Ну, кто такие учителя? Это практики, конечно же. Конечно, это практики. Ну, сейчас многие себя назовут практиками, наверное, да. Но, опять же, ну, наверное, это должно как-то отражаться на человеческих качествах. А если человек в тебе видит вообще черт знает что, то есть ты хочешь с ним поговорить на какие-то серьезные темы, а темы эти не идут вообще, потому что там, ну, есть блокхед такой, да, человек. Ну, бывает просто, в принципе, человек неплохой, да, бывает человек неплохой. Ну, вот с восприятием там какие-то проблемы, да. Ну, я отношусь нормально. Бывают серьезные проблемы, которые доводят до какой-то агрессии, да, каких-то пробуждают все скверное, вот, что может только быть в человеке, но тут уже ничего не поделаешь. Это уже как бы сфера психиатрии, то есть тут как бы говорить о какой-то духовности, но, к сожалению, в йоге такого очень много. Вот в так называемой йоге, да. Не только. Вообще в так называемой духовной сфере. Почему вот мы, даже имея обычные человеческие отношения, ну, не знаю, там друзья какие-то там по работе, да, муж, жена, дети, родители. То есть почему мы действуем в интересах друг друга, а когда мы говорим о гуру и о ученике, то вот этого не должно быть. То есть все думают, что да нет, это вот такое сверхъестественное существо, что не надо ему никак помогать. Ну, может быть, да, ему там чего-то и не надо. Но это твое отношение, и если ты к этим отношениям так их воспринимаешь, да, вот так вот, то есть ты их воспринимаешь ниже, чем свои социальные. Это не к тому, что надо социальные делать ниже. Да нет, нужно просто поднять свои отношения с твоим духовным учителем на какой-то другой уровень. В принципе, знаете, это вот как бывает вот в личных отношениях. Парень полюбил девушку, ее зашмонал там как-то, да, потом она стала закомплексованной, он говорит, она мне неинтересна, я ее разлюбил. Или там девушка полюбила парня, она его так вот держит. Ты меня любишь? Куда? Что ты делаешь? У него там, у него не остается время на работу, он в социуме как бы ничего, у него в социуме все сыпется, да, потом говорит, это какой-то, ну, какой-то обычный гаврик, то есть социально низкого плана человек, все разлюбил. Да? Ну, вот такое бывает в жизни, да? А то, что вы сами таких друг друга создали своими же собственными характерами, и каждый над своим характером не пытался даже немножко поработать, и даже не задумывался об этом. Просто это личное эго каждого. Каждый хочет вот под себя, без попытки найти вот что-то над эгоизмом, да. Это очень такие, на самом деле, сакральные вещи, вот то, что я сейчас говорю, даже в нашей обычной жизни. А можно наоборот, можно человека поддерживать всячески, понимать, понимание к нему проявлять, обоюдное. А почему этого не должно быть между гуру и учеником? Почему до людей это не доходит? Они думают, что это какой-то бабаджи, который там в Гималаях, которому вообще ничего не надо, да? Ну хорошо, может быть, ему ничего не надо, но вам-то надо. Вы-то себя вот трезво оцениваете тогда. Но если вы хотите его стащить на свой уровень,
Ну тогда обеспечьте ему вот на своем уровне вот то, что вам ближе. Или вы тогда свой подтягиваете. Ну давайте честно, вы же не в Гималаях, правильно? А так, конечно, ну вот будут как эти тамильские сиддхары или некоторые надхи. Просто с вами не будут разговаривать. Окей, если вы рожденный в Индии, если вы это понимаете, вы можете прийти, молча посидеть. А кто будет молча сидеть из западных людей? Они что, это понимают? Они пришли на сатсанг, дай нам умную лекцию на часок, часа на 2. Расскажи нам по такой-то теме. Это как пришел в маркет, да? Сознание вот консюмериста такого, да? И ум этим забит, ум не пустой. И как этот ум может прогрессировать? Ну, кто так будет воспринимать? Я могу вот возле своего гуру находиться часами, могу даже, вот были случаи, когда я сутки сидел, вообще не говорил ничего. Ну, не надо просто. Зачем что-то говорить? Вот так хорошо, так все понятно. Он там говорит с другими, я так. Это вообще просто замечательный момент. Замечательный момент. Знаете, я даже так скажу, вот некоторые учителя, там, ну, допустим, вы не знаете какие-то индийские языки, вот они говорят на индийских, да. Если это реальные сиддхи, вообще никаких проблем нет, и с языками тоже. Если это реальные сиддхи, просто побыть, и все само произойдет, если у вас правильные отношения. Нет, надо быть очень образованным. Миллионы образованных. Ну, это ж не значит, что как личности они, как сущность, да, вот, полноценно меняются. Поэтому медитировать на гуру, да, это отношения, это внутренние отношения на самом деле. Медитация – это отношения. То есть это отношение, это не так вот посидел, помедитировал. Ну, может быть, да, посидел, помедитировал. Но надо понять, что вот я не хочу своего гуру доканывать какими-то своими проблемами. Я к нему прихожу, и я не пытаюсь ему что-то втюхать, чем многие занимаются, да. Я прихожу, и можно что угодно говорить, понимаете? Можно говорить, что да, там вот все, я отдаю себя в ваши руки. Но это просто слова. Можно вообще ничего не говорить, а так оно и будет. Мы реально не знаем, что в нас живет. Да? А если это проводник чего-то такого вот очень большого, то надо просто спокойно. Не должно быть никакого фанатизма. Да понимать, да, что это абсолютно реально. Ну, спокойно. Спокойно. Мы постоянно находимся в связи с этой реальностью. Но почему не происходит это быстро? Здесь нет горячки, это не таракани бега, это не люблю тараканов. Это не какая-то мышиная возня, да. То есть спокойно приходите и общаетесь. Вот у индийцев у них есть эта культура. Не у всех, они многие мирские, они тоже меркантильные такие, да. Но все равно у них есть понимание, кто такие гуру, да, кто такие саду. Но с гуру связь, она всегда остается. Всегда. Я не знаю, вот для меня гуру вот это... Я вижу, что вот есть его тело, да, и я не игнорирую его тело. Я понимаю, что это... Я просто вижу, что там просто вот какое-то пространство, да. Это его реализованный опыт, который он не показывает. Ну, я просто в его присутствии нахожусь, и мне понятно. Иштадева, да, божество, которое проявляется через гуру, потому что то, что мы от гуру получаем, да, это его реализация в его практике. Практику мы делаем для чего-то. То есть мы не просто делаем, чтобы делать. Зачем тратить время, начитывать долго какие-то мантры, некоторые вообще годами даже начитывают, что больше заняться нечем. Наверное, что это делается для каких-то серьезных целей. Просто да, мало кто что-то получают так, но цели должны быть серьезные, чтобы этим заниматься. Я думаю, что гуру это вот точно именно те, кто понимают, для чего это. Если мы хотим правильно развиваться, да, то есть мы должны учиться воспринимать. Потому что дьяна – это восприятие.
есть не просто я вот себя там навязываю, а нужно стать вот пустым. Да? Учиться быть пустым, то есть воспринимать. И так как мы, вот что бы мы ни получали, да, мы думаем, что мы вот что-то обрели, да, но это может стать блоком. Человек, он не знает вообще на каком вот уровне, он думает, что всегда его опыт какой-то великий, да, но быть готовым к тому, что оставить все, даже вот какие-то свои великие опыты, да, свою там великую личность. То есть гуру для того и нужен, чтобы мы просто не застряли, чтобы мы не застряли в каких-то ментальных дебрях, иллюзиях, в каких-то наших взглядах на мир, которые могут оказаться абсолютно ложными. Это происходит очень часто, легко. Люди, конечно же, этого не видят. Поэтому, да, это такое, это постоянное перешагивание через себя. Это больше, это мы перешагиваем в обычной жизни часто, но у нас все равно остаются какие-то мирские самскары, с которыми мы не разбираемся. А представляете, что нужно проделать, чтобы мы это все вот реализовали в течение там жизни? Через что надо там переступить, да, вот через какие свои убеждения, но еще и так, чтобы еще и не сойти с ума, конечно, это тоже, это тоже важная тема. Некоторые думают, что вот там вот смотрят наш телеграм-канал или другие какие-то наши ресурсы, там, думают, а вот зачем они там так вот так говорят гуру, только хорошее, а вот давайте какое-нибудь сейчас дерьмо скажем. Ну вам что, вот вам дерьма мало, вот вам вот реально мало дерьма, да? Ну да, гуру много чего прошел, ну хорошо, я с вами поделюсь дерьмом. Я так щедро поделюсь. Давайте сделаем, давайте вот еще в довесок к тому, что в жизни есть, добавим. Да, я покажу и такие вам наработки свои. Ну вы этого хотите, да? Я думаю, это не нужно. Я думаю, этого не нужно. Мы можем разобрать вот то, что у нас и так в жизни хватает, да? Давайте с этим разбираться, вот что в реальной жизни. Я соответствую традиции. Думают там что-то, согласны, не согласны, это их проблемы. Не нравится, я никого к себе не зову. Идите куда хотите, кто вам нравится. Я не обязан вам нравиться во всем. Да? То есть если я знаю, что традиционно должно быть так, если я отклонюсь от традиции, мне скажут, что вот он не является гуру, потому что он не придерживается духовной традиции, я с ним за руку поздоровался. Ну, а со мной вот Сиддхар со мной здоровался за руку. И что? Нет, в Индии так, да как угодно бывает в Индии. Вы не видели вообще, как оно бывает. По-разному бывает. Если я так вот начну переходить на такие... Иногда можно переходить на такие простые отношения, да, можно иногда. Но не надо забывать, не надо думать, что вот если там гуру перешел на такие отношения, все. Значит, это какой-нибудь Петя Сиськин из Мухосранска. Ну, вот так вот работает менталитет. Ну, потому что ты сам Петя Сиськин, да, и вот и когда тебе проявляют понимание, человечность, не сходят до твоего уровня, ты начинаешь видеть себя, Петю Сиськина, извиняюсь за, может быть, такое похабное, потому что бывает еще похуже. Это что? Это вот мы видим, вот зеркало, или даже нет, даже это увеличительное стекло. Потому что в тебе это перевешивает. Но если ты пришел общаться серьезно, ты понимаешь, у тебя серьезные задачи. У тебя есть время играть, устраивать какие-то срачи. Тебе мало, твоей жизни, зачем приходить к учителям? Если есть возможность взять другое, да, получить какой-то другой опыт, другую трансформацию. Это опять же, мы возвращаемся к той теме камеры, да. Я с такими людьми не хочу общаться, не нравится вам, да. Замечательно. Считайте, что я принимаю только хорошее в себе. Я понимаю, что вы хотите сказать, там, да.
ваши претензии. Пожалуйста. Но это все не ко мне. Ваш опыт – это ваш опыт. У меня интересы совершенно другие. Жизнь просто настолько короткая, да, а люди играют вот в эти игры. Сейчас вот столько всяких срачей в интернете, каких троллингов. Почему? Потому что люди знают, что они не сдохнут быстро. Вот если бы они знали, они подумали, на что потратить вот свои секунды своей жизни. Песня такая была: «Не думай о секундах свысока». Да? Думают, что у них времени очень много. Они не знают на самом деле. Пройдет несколько лет, и они просто вспомнят и подумают, что ёпрст, какой херней я занимался. Потратил свои годы на вот это вот все. Ну, потом уже будет поздно. Жизнь прожита. Вот. Если вам кто-то, вот вы считаете, кто-то не является там настоящим учителем, вы так решили, идите, ищите настоящего учителя, не проблема. Может быть, это не настоящий, идите ищите. Ну или если нету, ну тогда просто думайте о своем развитии, занимайтесь тем, что вас меняет. Ну не тратьте время. Не забирайте время, ни чужое, ни свое. А сейчас, когда мы живем в такое время, вот, когда просто информации валом, это время богатства альтернатив. Так что нам стоит, мы чувствуем какую-то фальшь, нам что стоит тратить время? Ты пришел ко мне, ты там фальшивишь, да? Давай поиграемся в игры какие-то с тобой. А ты знаешь, что у тебя есть и вот это, и вот это, и вот это, да? Извини, товарищ, времени нет. Потому что и ты должен понимать. Или ты откладываешь на потом, я потом это скажу, да, там. Нет, давай сейчас говорить. Давай сейчас говорить о вот насущном, о проблемах. Спокойно. Потому что если проблема есть, значит, что-то, какая-то есть вот, это действительно вот именно проблема внутренняя, да? С ней надо разбираться каким-то другим состоянием ума, а не тот, который у тебя есть сейчас. Вот это надо понимать. Вот давай вот поговорим спокойно об этом. А не просто прийти там, сделать вид какого-то общения, а что оно было, что, опять же, убито время. Вот эта проблема бывает у людей часто. Проблема отсутствия искренности в общении. Но искренность, некоторые понимают, что это просто вот вывалить просто свои какие-то там, извиняюсь за выражение, какашки. Вот искренность. Нет, искренность – это когда ты задействуешь в себе что-то такое трезвое, чистое и очень сокровенное. И вот на таком уровне ты общаешься. Вот это искренность. А так может любой дурак сделать. Такое должно быть общение с учителями, если ты хочешь чему-то учиться. Это не значит, что там не допускаются какие-то сомнения, но спокойно просто. Спокойно обсуждать. Если это нормальный учитель, если он видит, что это не какой-то пациент психиатрической лечебницы, да, которым, в принципе, достаточно просто врачей для начала, да, просто он не готов. Не, ну можно, конечно, такими заняться, да, но это получается, я приношу в жертву учеников, у которых более серьезное желание развиваться. А почему я их должен в жертву приносить ради тебя? Ты не хочешь. У них есть серьезный мотив. Это значит, ты не уважаешь этих людей. И ты себя он, конечно, не уважает. Потому что у него нет такого стремления, нет таких задач в жизни. Ну, замечательно. Просто иди, реализуй то, что ты хочешь. Да, там, может, это просто не по адресу. Поэтому как медитировать? Да просто, что такое медитация? Это дьяна, это восприятие на фоне внутреннего покоя. Это значит, ты задействуешь вот свои какие-то глубинные, чистейшие состояния, ресурсы для того, чтобы учиться. То есть это действительно трансформация очень серьезная. Очень серьезная. Но я понимаю, что таких людей, наверное, немного. Настоящих учеников немного. Но надо хотя бы стремиться быть такими. Тут даже, наверное, ситуация такая вот в общем целом, что надо
учиться быть учениками. Многие люди преувеличивают, что они уже какие-то практики. Если уж ты говоришь, что ты скептик, ну так и будь этим скептиком, да. Но подвергай сомнению. Раз ты вот как бы все подвергаешь сомнению, ну подвергай сомнению то, что в тебе. Ну это же все равно, это ж ты, понимаешь? То, что ты видишь, это ты. Ты можешь в одном и том же явлении, вот сегодня ты книжку открыл, одну страницу, ты одну увидел, завтра тоже откроешь ту же страницу, другое увидишь. Ну а где гарантия в таком случае, что если каждый раз у тебя все вот так вот, флуктуации такие твоего восприятия, что это оно абсолютно точное? Нет, значит, а что он, по сути, чем я занимаюсь? Я занимаюсь постижением себя через эту книгу. Так и в присутствии гуру мы занимаемся постижением себя. Мы за этим приходим к гуру. Мы приходим за развитием. Истинный гуру это или нет, это видно по тому, как меняется твоя жизнь. То есть если она поменялась в лучшую сторону и меняется постоянно, даже не какие-то там сверхспособности, это может оказаться фокусник. На самом деле это легко увидеть, фокусник, не фокусник. Но ты понимаешь, что у тебя жизнь меняется. Ну, некоторые спрашивают, как там Иштадевату выбрать, как там гуру. Это происходит просто. Вот ты видишь этот чистый источник, и ты понимаешь, что ты развиваешься. Вот так и с божеством. Просто у тебя происходит это, да? И с гуру также. Это бывает или сразу видно, или это проходит какой-то... Бывает какой-то момент сомнения, да, а потом чуть-чуть вот ты как бы смотришь еще, и ты понимаешь, что ага, ну понятно, все хорошо. Или понимаешь, что ну да, ну окей, ну хорошо, ну так, ну тоже неплохо, да. Бывает так, бывает, а бывает смотришь просто, ого, интересно. Вот это интересно. Бывает вот так. Вот это по-серьезному. Ты понимаешь, что все, можно уже не дергаться. Можно уже не надрывать себе пятую точку, а просто идти по пути. То есть у тебя есть источник, ты идешь по пути. Здесь самое главное просто понимать, что главное просто не сворачивать. Если ты видишь чистый источник, все, что остается, это не сворачивать ни при каких обстоятельствах и не менять, что бы то ни было, на то, что просто эфемерно. Что бы хорошего не было в этой жизни, это все приходит, уходит. Все может поменяться там в считанные, не знаю, даже секунды. Потому что бы ни происходило, вот лично я для себя так это понимаю, да, что самое главное, чтобы у меня был гуру, все. Я хочу, чтобы просто эта связь, чтобы она никогда не исчезала. Но у меня нет сомнений, она не может исчезнуть. Ну как она может исчезнуть? Я вижу, что может исчезнуть, а что не может. И все, и ты понимаешь, что не надо тебе просто, главное не сворачивать. Тут все понятно, тут все прямо, тут нет каких-то круть-верт, вокруг да около, каких-то дурацких игр. Я со своим гуру говорю обо всем. Он даже в душу мне не лезет. То есть это и не надо. Это и не надо. Зачем? Если душе так угодно, да, чтобы она открывалась, так это самой происходит. Если нет, так и нет. Я у разных учителей учился, да. И, в принципе, все примерно одно и то же говорили, что никогда не забывай о своей садхане. Всегда оставайся йогином. Что бы ни происходило. Здесь стабильность очень важна. Разные бывают гуру, я вернусь к этой теме, да. Некоторых из моих учителей уже нет на физическом плане, хотя я и чувствую их на физическом тоже. Их присутствие здесь. Но так получалось, что мне встречались учителя
очень высокого уровня. И мне гуру говорил так, что если когда-нибудь так произойдет, что тебе встретится Сиддха Пуруша очень высокого уровня, тогда ты должен понимать, что твой предыдущий гуру был причиной, почему ты встретил этого гуру. И как причину ты не можешь не уважать. Все равно должен быть респект. Даже если он, ну вот тебе это очевидно, что да, ну уровень сиддх там того гуру выше, да. Но тот гуру, он никуда не исчезает. Никуда не исчезает. То есть, если бы не было тех знаний, я бы не встретил бы его. Ну, в моем случае, может быть, там масса факторов было. То есть, я думаю, что мой опыт, он начался до Индии. Я понимаю, что сейчас модно говорить, что ты там в Индию. Хотя есть и такие, кто говорят, что там уже махасидхи были с детства, да, там, в общем. На самом деле, кто знает, что там было в прошлых жизнях у каждого? Ну, никто не знает. То есть ничего просто так не происходит. Чтобы человек выбрал серьезно какой-то путь, да, но все равно нет, даже должно быть с прошлой жизни, чтобы человек еще не просто там вот он просто заинтересовался и там, все, и забыл, да. А так еще, чтобы вот выбрать это надолго, навсегда, навсегда. Это самскар из прошлого, да, это однозначно. Ну, наверное, да, вот по этой теме.